Здравствуйте! Мы продолжаем серию материалов, посвященных наиболее влиятельным мозговым центрам. Сегодня вы узнаете правду о формировании внешнеполитических решений и целых концепций в США. Какое отношение к этому имеют наиболее влиятельные династии, такие как Рокфеллеры и Форды? И как появилась ЦРУ? Смотрите до конца, мы назовем всех серых кардиналов поименно. Если вы не видели предыдущее видео, обязательно посмотрите его по ссылке в описании. Поехали! В мире есть лишь несколько общественных неправительственных организаций, называемых фабриками мысли или мозговыми центрами, деятельность которых оказывает значительное влияние на мироустройство. Главным их отличием от правительственных ведомств стало финансирование деятельности из частных источников, включая благотворительные фонды. Одним из наиболее влиятельных считается Совет по международным отношениям Council on Foreign Relations. Официальная дата его образования – 1919 год. В 1917 году мировые лидеры осознали, что Первая мировая война вот-вот закончится, и нужно заключать мирное соглашение. Его условия должны были продиктовать победители, в том числе США. Для того, чтобы проинформировать тогдашнего президента страны Вудро Вильсона о возможных вариантах послевоенного устройства мира, были собраны 150 ученых во главе с давним другом президента США и его ближайшим советником, полковником Эдвардом Хаусом и Уолтером Липманом, писателем и политическим обозревателем, занимавшим в те годы должность военного советника президента США. Ученые подготовили более 2000 документов, в которых зафиксировали экономические, политические и социальные факторы, использованные для доклада Вильсона. Идеи доклада воплотились в предложения по стратегии поведения после окончания войны, получившие название «14 пунктов», ставшие основой проекта мирного договора, представленного в Конгресс США в январе 2018 года. Ученые из этой группы приняли участие в проходившей в Париже мирной конференции в 2019 году. 30 мая некоторые члены делегации США и Великобритании встретились приватно в парижском отеле Majestic, где договорились о создании англо-американской организации Институт международных дел с отделениями в Нью-Йорке и Лондоне. Однако в США на тот момент господствовали изоляционистские взгляды, из-за чего реализовать план по созданию такой организации совместно с англичанами не удалось. Вместо него решили как бы узаконить результат нескольких встреч ученых, проходивших с июня 2017 года в Нью-Йорке и получивших название Совета по международным отношениям. Вместе с учеными встречи регулярно посещали высокопоставленные правительственные чиновники, промышленники, финансисты и юристы. Темой большинства встреч была выработка государственной политики США. Летом 2021 года участники встреч обратились в госорганы с просьбой о регистрации сформированного ими Совета по международным отношениям. Уже в 2022 году были собраны первые $125 тысяч частных пожертвований для того, чтобы члены Совета получили возможность излагать свои взгляды на текущее положение дел в мире на страницах журнала Foreign Affairs. С той поры номера журнала печатаются каждые 2 месяца, а публикуемые в них материалы считаются наиболее авторитетными в вопросах внешней политики США. Деятельность Совета по международным отношениям стала еще более продуктивной к концу 30-х годов, когда на его счета стали поступать значительные суммы денег, вносимые представителями фондов Рокфеллера и Форда. Это позволило в 1938 году создать в различных штатах США несколько комитетов по международным отношениям. В последующие 5 лет сотрудники СМО стали еще более известными в правительстве страны за счет учреждения секретных групп по исследованию войны и мира. Даже не все члены Совета знали о существовании этих исследовательских групп – политической, территориальной, безопасности и вооружений, экономики и финансов. Интересно, что группа по безопасности и вооружениям, возглавляемая Алленом Даллесом, стала предшественницей Управления стратегических служб, ныне называемого Центральным разведывательным управлением – ЦРУ. По результатам исследования, выполненного после окончания Второй мировой войны, было установлено, что за 27 лет, прошедших после 1945 года, среди 502 чиновников разных правительственных ведомств США больше половины до официального назначения входили в состав СМО. В разные периоды времени это соотношение несколько изменялось. Во время президентства Эйзенхауэра выходцев из Совета было 40%, включая самого президента. В каденцию Трумана в его правительстве работало 42% бывших членов СМО. При Кеннеди их число увеличилось до 51% и достигло 57% при президенте Джонсоне. Особого внимания заслуживает рассмотрение биографий тех деятелей, которые в разное время руководили деятельностью Совета по международным отношениям.
С 1946 по 1953 год банкир Рассел Лиффенглоу, занимавшийся проблемами международного кредитования. Ну, вы же все понимаете, план Маршалла и восстановление мировой экономики. С 1953 по 1970 год Джон Макклой, бизнесмен, работавший во время войны помощником министра обороны США, а затем возглавлявший Всемирный банк и фонд Форда, период, когда доллар стал мировой резервной валютой. С 70 по 85 год небезызвестный банкир Дэвид Рокфеллер вообще не нуждается в пояснении. С 1985 по 2003 год миллиардер Питер Петерсон, инвестиционный банкир и министр торговли США. Чувствуется масштаб коррупции? Это вам не Улюкаев. С 2003 по 2023 год Ричард Хаас, занимавший должность советника госсекретаря Колина Пауэлла. Да-да, это та самая команда, которая трясла поддельной пробиркой в Совбезе ООН. Очень достойные люди. С 2023 года бывший советник Обамы Майкл Фроман, помощник президента и заместитель советника по национальной безопасности. В состав СМО входят почти 5000 видных представителей истеблишмента США, в том числе чиновники администрации президента. 10 человек, ранее занимавших посты госсекретарей, директора ЦРУ, авторитетные юристы и влиятельные банкиры, профессора ведущих вузов США, владельцы или редакторы наиболее влиятельных в стране органов печати. Хотя вы и так понимаете ценность такой демократии и свободы слова. Цель работы членов СМО четко сформулирована в описании официальной программы Центра Рокфеллера, если принимать во внимание тот факт, что Совет распоряжается использованием денег плана Рокфеллера. Эта программа признает необходимость работы по изменению решений правительства США посредством предоставления экспертных рекомендаций. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что эти люди открыто заявляют, что необходимо менять решения законно избранных представителей американского народа на те, которые выгодны СМО. Членами Совета работники внешнеполитических правительственных учреждений регулярно консультируются в преддверии важных межправительственных переговоров и конференций. Показательно, что работа Совета направлена также и на подготовку будущих руководителей страны, так как СМО финансирует 12 программ стипендий для студентов, обучающихся в вузах США. И все же главной функцией Совета по международным отношениям считается планирование международного миропорядка, который должен соответствовать целям элит США без учета мнения других стран. По всеобщему признанию, СМО – самая авторитетная и мощная организация, способная оказывать и оказывающая влияние на принятие важнейших решений президентом США и отдельными правительственными ведомствами этой страны. Но современные реалии таковы, что многие из этих решений принимаются без учета объективных международных интересов США и в пользу отдельных групп внутри американского истеблишмента. Члены Совета рекомендуют развивать взаимодействие с Россией с целью более успешной конкуренции с Китаем, который, по их мнению, представляет первоочередную экзистенциональную угрозу мировому доминированию США. Однако единственным способом взаимодействия СМО считает все более увеличивающееся число санкций, налагаемых на различные отрасли экономики России. Продолжение уже скоро. Спасибо за просмотр. Если вам понравился материал, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.